После предыдущего фильма талант Кубрика замечает продюсер Джеймс Харрис, и вместе они открывают небольшую киностудию. Однажды Харрис заходит в книжный и берет там бульварный нуар-детектив одним махом об ограблении ипподрома бандой непрофессиональных грабителей. Кубрику сразу понравилось, что повествование идет от лица преступников, основное действие проходит на спортивном состязании, и сама структура сюжета была крайне необычной на тот момент. Название у нас перевели буквально, но в США «The Killing» может иметь несколько значений. Основное из альтернативных – «Большой куш». Если «Поцелуй убийцы» был типичным нуаром, то «Убийство» — это уже такой криминальный триллер, слэш-комедия, слэш-нуар. То есть Кубрик опять пытается найти себя в новом жанре и будет пытаться до конца своей жизни, так и не остановившись на каком-то одном из. По структуре сюжета многие критики сравнивают его с «Бешеными псами» Тарантино. Повествование рвано идет параллельно от лица каждого из членов банды. Ты как будто читаешь материалы уголовного дела. Что делал тот преступник, когда другой делал это. Ну вы поняли. Есть нагнетающий саспенс закадровый голос рассказчика, который говорит серьезно и напоминает нам о времени, которое стремительно уходит. Сравнение с Тарантино меня не устраивает и всегда бесит, так как сразу выдает в человеке малую насмотренность, ну и, как правило, дурной вкус. Не к тому, что Тарантино плох, а к тому, что Тарантино как бы постмодерновый вор. Так что даже и не знаю, уместно ли вообще это сравнение. Да, как говорится, жизнь — это стакан чая, говорит один из персонажей фильма. И шутка эта никак не объясняется и ничего не значит. Но звучит очень смешно. Вообще, несмотря на простые жанровые особенности, фильм имеет, на мой взгляд, глубокий экзистенциальный посыл. Банда, на первый взгляд не связанных незнакомых людей, решает совершить дерзкое ограбление ипподрома. Во главе только что отсидевший бывалый бандит Клей, который уверен в успехе дела и убежден только в том, что уважают глупцы без плана. Но умники и разумисты уезжают с денежками на Канары. В банде проигравшийся в пух и прах продажный полицейский, кассир-букмекер в трудном семейном положении, бармен-дед на ипподроме с больной жинкой, отличный стрелок-авантюрист и владелец собственного тира и Владимир Познер в лучшие годы. Ну, казалось бы, что может пойти не так с такой пати мечты? И правильно, ничего. Идеальное дело, лучшая команда, беспроигрышный план. Но кто-то из участников проболтался в бане. Эта надпись даже была на некоторых постерах в те шовинистские, наполненные сексизмом времена. Ух уж эти женщины. Вот все из-за них. Что интересно, у этих свободных американишек тоже ебанутая цензура во все поля не давала фильму сниматься, как его задумывали. Например, один из персонажей говорит слово «начор», которое оканчивается на «жопу». Так обязательно в фильме это должно быть воспринято с осуждением и негодованием. Оружие при ограблении должно быть из списка тех, на которые в реальности давали разрешение, то есть не автоматическое. Кубрик вышел из ситуации элегантно, приделав к обрезу пулеметную рукоятку. Полицейский может участвовать в ограблении только если сами полицейские штаты разрешат. Но и главное решение голливудских цензоров – это то, что невозможно остаться безнаказанным, совершив противозаконное деяние. И преступников должны, просто обязаны поймать правоохранительные органы в финале картины. Но и тут Кубрик решил не играть по их правилам и сделал так, что наказание постигло бандосов только ценой случайности и обыкновенной неудачи, а не доблестной работы полицейских. Подкова на удачу, выброшенная героем, попадает под колеса его авто и прокалывает шину. Дешевый чемодан открывается, и все деньги улетают по взлетно-посадочной полосе. Неудача и животные инстинкты роковой женщины, жажда наживы которой приводит всю операцию к фиаско. Мне очень понравился фильм. Для меня он стал наравне с лучшими произведениями Кубрика. Если «Поцелуй убийцы» я его посоветовал только ярым поклонникам творчества режиссера, то «Большой куш» можно порекомендовать любому любителю криминальных триллеров, фильмов ограблений. Эта лента скрасит ламповый вечер в компании ваших подельников перед ограблением пятерочек. И помните, что нельзя доверять бабе свои грязные криминальные секретики. Автор идеи — сам Щит. Текст читала Хижина.